начинаем наше путешествие с крайне интересного места. Это поездки на кладбище. Шутка. Через кладбище надо пройти, чтобы попасть вон на те холмы наверху. Но сначала мы, наверное, заберемся вот на этот, на котором установлен сверху крест. Такой бетонный крест. И кто-то оставил виски, это, наверное, ром. Это их местный, самый такой бюджетный. Вот, каждый холм покорять, это я заколебусь, конечно. Но тропинки есть. Пройтись по ним можно. Там у нас вид на город. Сейчас не подскажу какой. Здесь наименование из 3 холмов. Вот на этой стороне. Это Капакла вроде бы, Стампа и еще какой-то. Вот это какой-то первый холм. Вот этот, скорее всего. Вот этот второй, а вон там третий. Скорее всего, буду подниматься вон там. Там не такой крутой подъем, как здесь. Можно будет комфортно забраться на холмы. Потом по ним пройтись туда уже наверх. Вот. И заодно убедимся. Как обычно, выбрал я самый лучший путь для моих икроножных мышц. Или можно было сделать это гораздо проще, и там есть дорога. Если она там есть, я обязательно вам ее обозначу на карте. Потому что на карте их нет. Метку поставлю, в общем. Да, ребят, видок вблизи такой, как и «Властелина колец», новозеландский. Вот, сейчас мы поднимемся. Вот тот нам холм первый нужен. Вон тот второй. И за ним третий. Вон с того места с крестом я снимал. С того холма. Здесь вид еще выше. Еще лучше. Открывается вид на вот эту часть острова. А там холмы уже прям интереснейшие. Они еще выше находятся. Туда мы сейчас и направимся. Теперь мы находимся еще выше. Вот с того холма мы пришли. Единственное, что смущает, вот этот холм, который мы собираемся посетить, с надписью «Стампа», он огорожен забором по периметру. И насколько я вижу, он хорошо так огорожен, как будто заезд с той стороны. Забор идет аж вон до туда. Как я сейчас туда буду идти, хрен его знает, ребята. Ну, сейчас будем проверять. Людей там не видно, потому что время, наверное, 8 утра. Никакой умный человек в такое время, наверное, не ходит. Ну, давайте проверим. Сейчас будем, видимо, еще вдоль забора идти. Добрался я таки до холмов Стампа. И вид отсюда, конечно, вот эту сторону мы еще не видели с вами. Я уже успел посидеть в ресторане на 300 песо. Он прямо здесь на вершине находится. Вот. Здесь есть какие-то кемпинг-ареи. Наверное, здесь можно палатку установить. В этом, как в яме. Ага, там уже кто-то тусит. Вот этот надпись «Стампа». Я был вот на том, на первом холме и на втором холме, который за ним, вот тут дальше. Вот там обзорная вышка с человеком. И вон он забор весь по периметру. Там я не смог пройти. Короче, получается, по всему периметру стоит колючая проволока.
качельках покачаться пришел. Покушать в кафешечке. Это только наша первая локация. Мне кажется, я по всем временным промежуткам сегодня просто обосрусь. Потому что посетить нужно очень много. А я тут на качельках качаюсь. Придурочный. Надо еще делать. Судя по карте, я немножечко проехал следующий холм. Тут места вообще дикие. Дороги нет. Забираться-то еще, понятное дело, там можно. Вот, если навыки какие-то имеются. Слезать, в принципе, тоже. Места, как я говорю, вообще абсолютно дикие. Я нашел там место, тропинку наверх. Гора, судя по всему, по карте, где-то там метрах в 200-300 в ту сторону. Вот, здесь вот такая вот дорога. Заворачивает за холм. Короче, идет вообще хрен пойми куда. Ну и виды здесь, конечно, тоже. Джунглевые. Сейчас мы будем потихонечку забираться наверх. Я думаю, что нам не составит труда сейчас вот здесь пройти и забраться вот на вот этот холм. Сделаем обзор уже оттуда. Это еще такая погода облачная. Солнца практически нет утром. Вот, я представляю, видите, здесь все горит. Там на склонах тоже все на подступах горело, короче. Здесь прям хорошая такая температура, видите, прям на вершинах. Вот, а чуть ниже там уже не подгорает ничего особо. Но здесь трава растет быстро, видите. Вот она подгорела, а здесь уже бац, зеленые росточки. Те холмы, конечно, повыше. Нам стоит забраться на них. А судя по метке, мне нужен вот этот холм. Или вот этот холм. Но здесь просто, как я говорил, по всем таким холмам ведут такие тропинки. Не заблудишься. Здесь наверху сильный ветер. Я специально ставлю режим понижения шума ветра. Надеюсь, что меня слышно. Я плюс-минус стою на нужном мне месте. Вот здесь, как я и говорил, чем выше поднимаешься, тем больше вот этой выжженной земли. Как будто вступаем в Мордор. Там внизу уже фиеста, я слышу. Или репетиция к ней. Сейчас в ближайшие дни пройдет что-то крупное. Будут перекрываться дороги. Будут всякие ограничения движения. Парады вот эти вот. Прям посреди дороги. С какой-то стороны кому-то прикольно, наверное, пешеходам. Пешеходам в первую очередь. Автомобилистам и мотоциклистам не по приколу, я думаю, будет. Сейчас, я думаю, мы поднимемся на самую высокую точку здесь. И тогда официально я могу сказать, что я взял эту высоту. Выглядит как самая высокая точка здесь. Забираться вот в такую горку одно удовольствие. Там еще одна коровка привязана. Или бычок. Под деревом. Специально их под деревьями, чтобы тенек был. Вот. И ориентир хороший. Вот дорожка какая-то. Нам она не подходит. Нам нужен самый короткий путь наверх. Ну что сказать, мы крутые. Забрались на самую высокую точку. Только на самую высокую точку всегда найдется точка выше. Но туда я уже не полезу. Она не сильно выше находится. Вот.
Но нас разделяет вот там дорога. Здесь я не знаю, что. Тут, наверное, дороги вообще нету. Пешком, естественно, туда идти — это вообще самоубийство. У меня не так много времени. Вот это виды. Самая сложная часть позади, я так считаю. Я начал с самого тяжелого, а затем позавтракал. И теперь мы едем смотреть те самые пещеры, которые были нам недоступны в пятницу. Честно, я эту пещеру, вот здесь вот написано Аватар Кейв на заборе. В прошлый раз я даже метку на нее не ставил, вот, потому что я ее просто тупо на картах не увидел. Оказывается, здесь есть не 3 пещеры, а 4. Одну я посетил в пятницу. Сегодня у нас понедельник. И у нас еще будет целых 3 пещеры сегодня. Здесь вот как раз вот эта вот вулканическая порода повсюду. Да, здесь пещера. Охренеть. Я ж придурочный, как обычно, фонарик не взял. Камни тут реально острые. Пещера что-то из себя представляет. Смотрите. Поделена как будто на 2 части. Просто здесь часть заваленная. Да, куча всяких камней. И все. Вот такая вот здесь часть. Там дальше ничего нет. Давайте во вторую часть посмотрим. Ох, какой здесь спуск. Ох, какой здесь спуск. Охренеть. Здесь такой жесткий спуск, что я пока не понимаю, как не спускаться, допустим. Тут по корням надо лезть. Вот по вот этим вот корням вниз спускаться. И по ним же залезать. Потому что здесь она практически отвесная. Я могу сказать, что я отсюда вижу ее конец. И воды внизу нет. Пещера дикая. Пещера маленькая. В принципе, ничего такого сверхъестественного в ней нет. Так что, наверное, посещать ее все же не стоит. Но лично я галочку поставил. Так вот. Сейчас будет маленькая поправочка. Скорее всего, я вам не те пещеры показал. Я вам показал какую-то фигню. А здесь все-таки есть что-то еще помимо этого. Потому что мимо сейчас прошла молодежь. И она пошла немножко по другой тропинке. Я сейчас хочу проследить за ними. Может, я все-таки найду другую пещеру. Потому что по картинкам там как будто что-то другое. Слышу всплеск воды, значит, людишки купаются. Сейчас мы тоже туда присоединимся, когда дойдем. Потому что я уже вспотел весь лазить по этим камням. Давайте потихоньку к ним перебираться. Да, здесь есть вода. Вот эту часть я видел. Вот там у нас вода. Сейчас надо будет тоже окунуться. Я, наверное, поставлю сейчас камеру
Вон на тот дальний камень. udah tahu. Mari kondisi segini kalau itu berburu segini. Anak seumpul kau. Kita lewat jalan. Hah? Oh ibu na ba? Kating ulo. Ligo na lang. Lang, ligo na. Kamao maday. Kamao mata. Ай. Обошел по-хитрому. Там справа есть еще одна пещера. Но там света не хватает, поэтому придется плавать только здесь. Блин, пещера прикольная, но чисто ополоснуться. Кстати, у меня здесь был водоемчик, он буквально по шею. Вот, тот, кто будет уже где-то ростом 185-190, ему будет по грудь. В принципе, ничего, можно и полазить. Эта пещера не работает по понедельникам и пятницам. Я приезжал сюда в прошлый раз в пятницу. Мне сказали, что в пятницу и в понедельник нельзя купаться. Я приехал в понедельник, заплатил за вход. Вот. И давайте хоть посмотрим, что из себя это представляет. Вот так вот в одиночку. Заплатил 50 песо за вход, чтобы просто на это посмотреть. Есть лесенка. И есть вот такая вот вещь. Купаться сегодня нельзя, поэтому сегодня просто нам этот, как его, вы рыбов продаете или просто показываете? Просто показываю. Вот я вам просто рыбов показываю. Вода приятная, голубая. Глубина, наверное, не знаю, 3 метра, наверное. Но я дно вижу. 3, может быть, 4 метра. То есть вот если сверху прыгнуть, тут, наверное, метров 7-8. Но так как здесь 2 пещеры, мне больше всего интересно, где вторая. Это у нас Кабагном. А вторая пещера у нас должна быть где-то там. Судя по карте, написано, что заброшено. Здесь написано 5 минут от грунтовой парковки. От какой грунтовой парковки? Возможно, вот там есть дорожка. Но это не точно. Это у нас переодевалки. А здесь у нас есть вроде как даже тропинка. Да, давайте попробуем пройти по ней. Так, какая-то крыша. Пещеру вижу. О-о-о-о. Прикиньте. Да, вот такая вот дорожка. Можно попробовать там пройтись.
Теперь вы попадете в эти две пещеры абсолютно бесплатно. А если что-то спросят, вы скажете: ну, туристы, что нам? Прикиньте, вот, все, дорога. Берете, заходите. Ровно по этой инструкции идете до первой пещеры, потом идете до второй пещеры. Метку сейчас ставлю вам. Вообще песня. Пошли обратно до байка. Так, интересуемся по поводу пещеры. Можем ли мы купаться в Тибау пещере или только в Кабагноу? I can swim only Kabagnou cave or Tibau cave too. Yes, Tibau Cave is not the developing area. Ага. Not cleaning the area. For the not developing. Окей. Короче, в Тибауе можно, а в Кабагнове нет. Да она же дикая. Она же заброшка. Она просто посреди леса расположена. А это облагородили и заколхозили. Так, протянут канат. Прохладненькая. Какие-то пакеты тут плавают. Фантики. За этой пещерой не особо следят. Она такая дикая немножко. Здесь вон листики. Палки. Еще мусорок. Здесь я уже до дна не достаю. То, что здесь глубоко, это хороший плюс. В теории можно, наверное, даже сверху попрыгать. Да, там есть такая полость небольшая, если занырнуть и там вынырнуть. Смогу ли я второй ногой зацепиться? Хороший вопрос. Да ну нафиг. Нет, здесь я не вылезу. Лучше где залазил, там и вылазить. Здесь. Теперь я понимаю, зачем тут канаты. Вот, подо мной сейчас канат. На него вот так встаешь. И все, и уже можно быть чуть-чуть повыше. Схватиться за какой-нибудь камушек острый. Так вот. Там иностранец все еще сидит. В беседке в телефоне. Добро пожаловать на Мабини Каякай. Здесь озеро посреди гор. Там холмы. Где-то в той стороне, в той части еще нас ждет водопад. Видите, да, то, что здесь горело. Вот эти холмы вообще черные. Озера. А, вон она, знаменитая вывеска, где там все фоткаются. Здесь две вывески. Одна почему-то пустует.
Никто с ней не фоткается, а другая вон. Lakeview ресторан. Правда, ресторанов я не увидел. Здесь я увидел просто такие лавочки-забегаловочки. Здесь же можно кемпинг устраивать. Короче, берете, с палаткой сюда приезжаете, что-то платите. Самое забавное, что вот там стоит 2 мотоцикла. Прямо на острове. Ну ладно, там, скорее всего, так вот и можно заехать наверх. Но забавно. Звучит забавно. И вот там какая-то интересная конструкция с крышей на воде. Непонятно, непонятно. Ну и множество дорог непонятного назначения. Вот туда уходит дорога. Здесь была дорога, которая тоже уходит куда-то в ту сторону. Это, оказывается, мост. Точка на карте. Вот там как раз все фоткались. Там обзорный холм. А с этой стороны большая низина. Тоже выжженные участки есть. И, кстати, нас ждет водопад примерно вот в этой области. Сейчас мы там по дороге туда поедем дальше. Будем надеяться, что он не пересох. Виды прямо джунглевые. Ну что, я вас поздравляю. Я на всякий случай взял, конечно, телефон, потому что здесь можно заблудиться вполне себе, да? Видите? Места вообще пипец. Здесь есть какая-то тропинка, но нам, по идее, не туда, точнее, не сюда, потому что водопад сзади и справа нас. Но давайте хотя бы глянем, что здесь у нас. Пальмовая роща старая. Прям такие древние эти пальмы растут. С зубчатыми этими, да? Да, вот они. С зубчатыми, зубчатой древесиной их. Некоторые. Просто интересно, кто здесь вытоптал тропинку и зачем? Может быть, здесь есть какой-то шикарный открывающийся вид? Ну, кстати, да, кстати, да. Только почему он идет вниз? Хороший вопрос. Вот он уходит туда, на холм. А нам туда не надо. У нас миссия сейчас на водопад. Так, мы вернулись оттуда, откуда начали. И пойдем исследовать вторую тропинку. Здесь есть колеи. Сюда, возможно, проезжали на байках. Вот такая красота. Были какие-то скалы, значит. Я так понимаю, нам прямо вниз надо сейчас нырять каким-то образом. Я надеюсь, что тропинка нас приведет куда надо. Потому что, судя по этому, мы идем прямо к нему. Мы идем прямо к нему. Я не слышу воды. Примерно на таком расстоянии я уже, по идее, должен слышать воду. Но ее нет. Слышу что-то справа. О! Здесь уже круто.
Видите, да, вода? А вот какого она цвета, это уже грустно. Сухой сезон не щадит никого. О, кошмар. Даже не течет. Вообще никуда не течет. Воды не то что мало, ее практически нет. И она прямо черного цвета. В ней точно нельзя купаться. Там ниже вижу тоже не особо много воды. Если вода и может быть, то только наверху. Если нам очень повезет, может быть, мы что-нибудь найдем. Оп. Да, пересохло здесь уже довольно все давно. Оно же вот так вот в моменте не пересыхает. Здесь уже листья ферментируются. Вот видите, пузырьки везде, черная вода. Нет, там ситуация не лучше. Не лучшая ситуация. Я даже вот сейчас слышу жабок. Да, настоящее болото. Находимся на озере в городе Пилар. Там впереди у нас есть еще обзорная площадка, входящая в воду. Ее мы тоже постараемся посетить. Надеюсь, она не заблочена. Само по себе озеро большое. Что-то там висит. А что это такое висит? Черепушка. Прикольно. Это типа защита от злых духов. Или защита от очень суеверных, кто не сможет перепрыгнуть ворота. Здесь не глубоко. Там дальше уже вода вроде бы даже прозрачная. Дальний вид вообще классный. Здесь похуже. Ну и здесь, соответственно, уже все. Здесь деревни начинаются. 26 марта мы с вами последний раз записали, поэтому давайте продолжим с 27 марта. 27 марта 310 песо. БКЮ, сисик и комбо Кармен. Сиомай, холодный чай, картофель фри 260 песо. Вход на источник 50 песо. 29 марта 572 песо. Вход на водопад 220 песо. Вход на водопад 40 песо. Напиток 0,4. Не помню какой напиток. 49 песо. Булочная. Что-то с луком. 50 песо, 10 штук. Если брать, то сразу много. 7-Eleven. Две бутылочки две булочки Сиопао с мясом. 122 песо. Такие большие, белые. Может быть, видели. В Юго-Восточной Азии часто продаются. Лапша быстрого приготовления 110 грамм, 91 песо. 30 марта 290 песо. 250 песо курица целиком. 2 порции риса 40 песо. 31 марта 10 618 песо. 150 фото в анкету. Это было продление мое в иммиграционном бюро. Холодный чай 0,5 литра С2
это название, 50 песо. Пицца 430 песо. Продление на 2 месяца с ACR картой 9988 песо. Это у нас было на Панглау. 1 апреля 478 песо. BQU кафе 313 песо. Что туда входило? Картофель фри, бургер плюс картофель фри, чашка риса с курицей и яйцом. Фанта 1,5 литра, орехи с чесноком, ментос, вафли 165 песо. Тут я забыл упомянуть во время записи по поводу аренды, исправляюсь. Дом 12 тысяч песо, байк 9 тысяч песо и интернет 800 песо. 3 апреля 400 песо, бургер 70 песо, Кинаяхан парк 250 песо, водопад Бусаи 80 песо. 4 апреля 1195 песо, 2 килограмма риса 96 песо, бананы, 2 манго, 10 яиц 259 песо, 10 булок с каламанси 50 песо, BQU кафе 790 песо, туда входило карбонара, жареная курица в кляре с чесноком 6 кусков, свинина с рисом и яйцом, холодный чай, 2 картошки фри, клаб-сэндвич. Клаб-сэндвич состоит из яйца, ветчина и сыра плавленого. 5 апреля 884 песо, 150 песо вход в зоопарк с долгопятами, вход в парк Mirrors, это в Секатуне 170 песо, 20 песо въезд, тоже в саму Секатуну въезд платный, там шлагбаум стоит. Магазин. Крекеры, вафли, 6 пива Сан-Мигель, 1,5 литра фанты, 1,5 литра спрайта, 544 песо. 6 апреля 680 песо. Прачечная, 5,3 килограмма белья, это я постельное белье сдал, поэтому так тяжело вышло. 180 песо. 5 пончиков с шоколадом, 50 песо. Бола-бола, тефтельки, 8 штук, 80 песо. 2 бургера, 140 песо. Вода, 18-литровая баклажка, 230 песо. Мне нужна была новая баклажка, чтобы потом, когда она закончится, я мог... Я знаю уже одно место, куда я потом ездил, и за 20 песо набрал вот эту всю 18-литровую бутылку. То есть сам этот баллон типа стоит очень дорого. 7 апреля 3292 песо и 57 527 рублей. Что это значит? В рубли было куплено авиабилет обратно домой на 20 мая. Супермаркет в Такбиларане. Вермишель быстрого приготовления X6 52 песо. Личи в сиропе 567 грамм 89 песо. Молоко 89 песо 1 литр. Молоко еще X2 по литру 192 песо. Напиток типа 7-Up 355 мл 63 песо. Кусочки кокоса в сиропе 75 песо. Тунец консервированный 184 грамма 76 песо. Соевое молоко 300 мл 32 песо. Хлопья 275 грамм 154 песо. Овсянка быстрого приготовления 159 песо. С шоколадом она. Мюсли с клубничкой 375 грамм 224 песо. Там клубничка и миндаль, поэтому такая хорошая цена. Говядина консервированная 380 грамм 222 песо. Говядина консервированная 245 песо. Это две разные банки. Говядина стейк, стейковая часть 1,7 килограмма 980 песо. Ментос фреш 45 песо. Спагетти 1 килограмм 128 песо. Эко-пакет 11 песо. Фруктовый микс в сиропе. Папайя, ананас. Папайя там двух видов вроде бы. 836 грамм 100 песо. Также я поел в Макдональдсе яблочный пирожок, бургер, картошка фри большая, 355 песо. Прежде чем продолжить с 9 апреля, хотел дополнить, что мы сделаем до 20 апреля включительно расходы, чтобы потом сделать с 20 апреля по 20 мая. Итак, 9 апреля.
1981 песо. Это 1681 песо, это бензин, 95-й премиум, 17 литров. Соджу 360 мл черничный, 143 песо. Липтон 1 литр, 72 песо. Липтон 1,5 литра, 85 песо. 10 апреля 60 песо. Чай С2 1 литр. 11 апреля 732 песо. 60 песо хлеб, 50 песо. 2 кусочка пиццы. Печенье, чипсы, вафли, сухарики, соломка, 16 позиций, 283 песо. Соевое молоко 0,3 литра, 4 бутылочки, 168 песо. Соджа виноград 360 мл, 135 песо. 12 апреля 5629 песо. Телефон Redmi 15C 5599 песо. Булочки 6 булочек 30 песо. 13 апреля 809 песо. Холодный чай 0,3 литра и Powerade 0,5 литров, 130 песо. Бензин 95 1 литр, 94 песо. Вода 0,4 литра, 15 песо. Вход на водопад плюс парковка 30 песо. BQU кафе 540 песо. Туда входили спагетти, кока-кола 0,2 литра, куриное бедро и картошка фри. Также 2 сисига. 15 апреля 496 песо. Вода литр 32 песо. Водопад задонатил на 20 песо. Чехол для телефона в воду 120 песо. Он такой из, я не знаю, как этот материал называется, полипропилен, полиэтилен, полипропилен, скорее всего. Он такой поплотнее, на шею, на веревочку. Кафе в Джагне 250 песо. Туда входило каркаде, чайничек, рис, яйцо, бекон. Вода 1 литр 35 песо, мармелад 100 грамм 39 песо. 16 апреля 405 песо, пончики 7 штук 35 песо, бананы 10 яиц и литр уксуса 220 песо. Разбрызгиватель 150 песо. Это я решил с муравьями бороться. Угу. И вообще похрен на этот уксус. 17 апреля 456 песо, X2 водичка 0,4 литра 34 песо. Донат на водопад, еще один донат на водопад, 12 песо. Сосиски 8 штук и курица 410 песо. Курица целиком, естественно. 19 апреля 1279 песо. Булочка Сиапай, хот-дог, лимонад 0,4 литра, 194 песо. Это в 7-Eleven было закуплено. Вода 0,3 литра, мармелад 50 грамм, лимонад 350 миллилитров, 47 песо. Вообще нашел такое бомбовое место. Где же это было? Рядом с Данао Park Adventures. Охренительный магазин и там пипец как дешево. Блин, советую. Активность Данао Adventures 850 песо плюс 50 песо носки, то есть в сумме 900. Топливо 1 литр 91 песо, топливо пол-литра 47 песо. Я там не уложился по топливу, я там проехал 240 или 250 километров, сейчас уже не помню. Одного бака не хватило, короче. Вот, собственно, и все. Следующая дата у меня уже идет 21 апреля, 20 апреля я ничего не закупал.